Приветствую вас на своем канале. Сегодня онлайн-трансляция будет посвящена некоторым особенностям загрузки линий влияния. И еще важный такой момент, был задан вопрос о том, что делать с многопролетными балками, как вот с линиями влияния разбираться. Вот, и жду, когда появится человек, который спросил, чтобы ответить на этот вопрос. Надеюсь, что он Здравствуйте, разберется. меня зовут Акимов Иван, я аккаунт-директор из компании Aero Media. Сегодня мы с вами узнаем, какие форматы объявлений существуют в системе Google. Озвучить человеку, чтобы было все ясно. Итак, пока я не вижу вопроса, я подожду, вдруг все разберется. Поехали. Что такое, что за тема, которой сегодня посвящено видео? Дело в том, что в некоторых случаях или нагрузка находится в таком месте, в котором непонятно как. Да, приветствую вас. Вы спрашивали вопрос, значит, тогда сразу отвечу. Смотрите, что получается. Действительно, линии влияния, которые мы строили в предположении, что взята балка на двух опорах. И действительно, что сила перемещается, равная единичке, перемещается по балке. И вот мы строим линию влияния для нее. Что значит для нее? Очень важно в данной ситуации понимать, что такое линия влияния. Линия влияния – это такой график изменения характеристики, для которой она построена. То есть вот если мы построили линию влияния RB или RA, то это означает, что мы построили такой график, который будет нам показывать, как изменяется реакция при положении силы в разных местах. Вот сила будет здесь находиться. Смотрим, что будет с РБ. На своей опоре единичка, на чужой 0 соединили эти точки прямой линией. Когда сила находится на опоре РА, реакция РБ, вот эта реакция, равна нулю. Когда сила приближается к опоре РБ или действует в саму опору РБ, то реакция РБ будет равняться этой силе. Переходит на консоль сюда, добавляется к этой величине усилия, переходит на консоль сюда, вычитается. То есть вот линию влияния для реакции мы построили от силы. Удобно выводить саму линию влияния, используя силу. А потом, когда мы загружаем линию влияния, мы можем использовать и распределенную нагрузку. Но тогда, если мы силу умножаем при загрузке линии влияния, умножаем на ординату под ней, то когда мы рассматриваем распределенную нагрузку, мы уже берем площадь линии влияния, загружая силу, загружая распределенной нагрузкой. Или когда мы рассматриваем момент, то мы берем угол линии влияния. То есть строили мы линию влияния от перемещающейся по длине балки силы, но загружать мы потом можем и распределенной нагрузкой, и моментом, и силой. Дальше. Да, мы отбросили все остальные опоры. Да, есть еще линии влияния для консольных балок. И да, они тоже построены по тем же самым законам для перемещающейся силы по длине сечения, по длине балки. И опять же, мы уже снимали видео, когда у нас была история с присоединившейся балкой к сходной балке. Так бывает, что нам действительно нужно соединить два этажа между собой. И как потом линия влияния переходит с одной балки на другую, очень просто. Через 0 следующие опоры. Надеюсь, что было ясно. Если, в принципе, какие-то... да, это многопролетная уже балка.
Добавим здесь еще один пролет, и вот эта линия влияния пойдет через 0 следующей опоры. Вот такая вот зависимость у линии влияния. Без разницы, для какой величины она построена. Для реакции РБ, для реакции РА, для момента или для поперечной силы. Всегда зависимость одна и та же. Мы дошли до края балки, через 0 следующей опоры соединяем до конца следующей балки. Через 0 следующие опоры до конца следующей балки. И вот так этажи заканчиваем, пока не упремся в ситуацию, когда у нас будет два шарнира. Вот здесь 0 следующей опоры будет вот так. Мы пришли и дальше вести не можем. Это означает, вот балка, у которой с двух сторон шарниры, самый верхний этаж занимает. То есть, когда мы шли по нижнему этажу, на этой балке возникали усилия. И реакции, и поперечные силы, и изъебающие моменты. Мы перешли на верхний этаж давит на нижний, когда мы на него воздействуем силой. Ну или другими какими-то факторами силовыми. А когда мы перешли на нижний этаж за верхним этажом, то, что здесь происходит, на верхний этаж не передается, соответственно, на нижний не передается. И это видно, потому что дальше через 0 следующей опоры мы линию все равно проведем через 0. Она будет совпадать с осью. Надеюсь, что вот как-то так ответил на этот вопрос. Если нет, значит я более подробные видео потихоньку снимаю. Я их делаю короткими, чтобы один вопрос освещался в одном видео. Но эти вот вещи в консультациях, если вы откроете плейлист консультаций по Стромеху, вы найдете ответы на все эти вопросы. Уже я их выдавал в эфир. Вот, ну на этом от этого уйдем, пойдем дальше. Итак, вот эти особенности, про которые я говорил. Есть балка. Ну, две опоры, есть консоли. Ну и, допустим, нам нужно разобраться с тем, что происходит на опоре. То есть вот мы хотим построить линию влияния QK, где К вот это сечение, и МК. Линия влияния QK и линия влияния МК. Это такое положение нашего сечения, как и на этой опоре, которое создает две особенности. Первое. Момент на опоре К, если строить эпюры, может возникнуть только в том случае, если сила будет находиться на консоли. Если сила находится в пролете, то момент начинает свою эпюру из нуля опоры. То есть как только на консоли появляется сила, так сразу и возникает момент. Поэтому, значит, линия влияния момента строится для этой части, линия влияния МК строится как для консоли. Как для консоли, у которой вот так вот располагается сечение, и дальше линия влияния не будет построена. Итак, у нас получается, во-первых, вот сила, которая перемещается, создает момент, и чем дальше она от консоли, тем больше этот момент. И кроме того, момент, ну, то есть изгибающий момент вызывает растянутые волокна сверху, то есть отрицательный, поэтому у нас получается, вот если это расстояние, например, С, то линия влияния, если вверху плюс, то внизу минус, минус С будет иметь значение вот здесь. То есть не пойдет линия влияния дальше. Момент, давайте еще раз, если я балку беру и строю эпюру от силы вот такой, то у меня получается эпюра вот так выглядит. Сила, умноженная на плечо, вот это значение. Вот когда сила находится здесь, момент сечения К будет сила, умноженная на плечо, то есть на С. И дальше, когда сила попадает внутрь пролета, то, понятное дело,
эпюра выглядит вот так, то есть на консоли момента быть не может. Вот это мы с помощью линии влияния зафиксировали. И вот так выглядит линия влияния для сечения К, которая находится на опоре. А вот следующий момент, вернее, момент не изгибающий, а момент в смысле жизненный. Так вот, здесь очень важно, что на опоре есть опорная реакция, что логично. А если есть опорная реакция, то должен быть на поперечной силе должен быть скачок. Что это означает? Ну, давайте опять же, вот возьмем простой пример, когда сила находится на краю балки. И что у нас получается? Строим теперь эпюру поперечных сил. По правилу знаков эта сила положительная, плюс. Дальше, скачок на величину реакции опоры, РБ. Вот этот скачок равен силе РБ. Отсюда до сюда расстояние должно быть РБ. Ну, а дальше все идет проще. Так вот, мы видим, что график вот этой функции идет, разрывается, и потом в этом же сечении x равен тому же самому значению, то есть вот в этом же сечении, имеет два значения. Слева пришла эпюра, и справа пришла эпюра. Поэтому линия влияния для данного сечения будет слева и справа построена. А теперь дальше. Если слева, то есть бесконечно близко, но все-таки слева сечение К находится, оно находится в пролете. А если бесконечно близко, но все-таки справа, оно находится уже на консоли. И вот эти линии влияния таки строятся. Одна строится для пролета, а вторая для консоли. Значит, для пролета помним, опять же, для обычной балки, у которой сечение находится в пролете, линия влияния выглядит вот так. К. Опустили перпендикуляр. На своей опоре единичка, на чужой 0. Это так проходит линия влияния РА. На своей опоре единичка, но с минусом, РБ минус единичка. И вот так проходит линия влияния, вот тут нолик, вот так проходит линия влияния РБ. Напомню, что наводим мы те части, на которых это все действует. То есть вот здесь мы наводим эту часть, скачок, и здесь мы наводим вот эту часть. Вот так выглядит, опущу, вот так выглядит наша линия влияния и линии параллельны. Значит, вот так выглядит у нас линия влияния для поперечной силы QK в пролете. Теперь представляем себе, что это сечение приблизилось бесконечно близко к К. То есть вот эта штука опускается вниз и идет вот так. То есть мы получаем в результате здесь единица с минусом и полностью повторяет вот этот кусочек линию влияния РБ. Минус единица. А здесь вот оставшийся кусочек повторяет линию влияния РА. Линии параллельны друг другу, поэтому из вот этого угла легко найти все значения. Это линия влияния QK слева. А теперь осталось разобраться с тем, вот теперь QK справа. Это левая, а это правая. Теперь на консоли. На консоли у нас история следующая. Вот сила равна единичке. Вот мы сделали сечение. И идем с этой стороны. По правилу знаков это сила со знаком плюс. Q от x, если бы мы строили, мы бы получили просто единицу. Поэтому на QK правая для консоли единичка здесь и со знаком плюс. Вот эта линия влияния
QK правая. А так как я обещал, что я скажу некоторые особенности загрузки линии влияния, то теперь о самих загрузках. Мы, загружая заданными нагрузками линии влияния, должны получить два значения. Слева, как мы уже видели, и справа. Два значения. Поэтому, чтобы получить левое значение слева, мы загружаем линию влияния QK слева, а для того, чтобы получить правое, соответственно, загружаем только QK правое. И получаем два значения. Вот этот разрыв в нашей функции мы вот таким образом определяем. Это то, что касается вот такой особенности, когда сечение находится на консоли. Оно достаточно часто встречается, потому что на консоли перегибы изгибающих моментов, на консоли большие поперечные силы, поэтому достаточно часто встречается сечение на консоли. Следующая история — это как загружать линию влияния поперечной силы, если сила приходится в место, где происходит скачок, то есть вот сюда. Итак, есть у нас обычная балка на двух опорах. Есть у нее сечение К. Мы построили линию влияния QK, используя шаблон, потому что она уже давно нами выведена. Здесь мы, как всегда, вот у нас реакция РБ, вот у нас реакция РА. То есть на реакции РА на своей опоре единичка, на чужой 0 и проводим линию. Дальше РБ на своей опоре минус единичка, на чужой 0 и проводим линию параллельно предыдущей. Соединяем мы вот сечение К, соединяем мы вот эту ветвь и вот эту. Остальное, в принципе, можем вытереть. У нас остается только вот этот кусочек, ну, чтобы рисунок не захламлять. Понятно, что если это А, вот это Б, то вот здесь у нас А разделить на L, а здесь у нас Б разделить на L. Все, в принципе, логично. Дальше вопрос в том, а если, когда нам задана загрузка линии влияния, сила приходится вот сюда. В сечение, которое находится в месте, где есть разрыв. Давайте представим себе, что будет с поперечной силой в этом месте. С поперечной силой будет в этом месте, строим Q от X, то есть здесь будет плюс, здесь будет минус, а вот это значение должно равняться F. То есть мы должны опять получить F слева и F справа. Поэтому, когда мы слева значение и справа разрыв, поэтому мы загружать будем всю балку, много пролетов. Мы загружаем два раза. Первый раз мы загружаем с вот этим значением ординаты, вот с этим значением ординаты, умноженное на f. Второй раз мы загружаем балку с вот этим вот значением ординаты, умноженную на f. Таким образом мы получаем раз и два. Но очень важно, что левое значение мы загружаем, чтобы получить слева значение, мы загружаем вот этим, b на l. А когда нам нужно получить справа значение, то есть вот это, мы а на l. Ну, именно потому, что вот эта реакция а на l, это же есть линия влияния РБ. То есть вот этот кусочек, который мы вытерли, это РБ. А вот этот кусочек РА. Поэтому, чтобы получить значение слева, мы берем вот это значение. Чтобы получить справа, мы берем вот это значение. Наоборот, накрест. Наверное, на этом я сегодня закончу.
Был рад с вами видеться. Есть еще один, на следующий раз оставлю, историю, когда нужно загрузить линию влияния МК. Когда момент находится в той точке, где находится перегиб. Как мы помним, мы линию влияния момента, когда мы загружаем момент, мы линию влияния умножаем, угол берем из линии влияния, а момент берем его значение. Так вот, когда момент находится вот в этом сечении, у него два угла, два треугольника. Как с этим поступить? Я думаю, вы догадываетесь, но в следующий раз мы об этом поговорим. На этом был рад с вами видеться. Всего хорошего, до свидания, удачи!